трансляции А вот сейчас проверить. проверь, пожалуйста, есть трансляция? Должна появиться. Ребят, посмотрите, звук пошел. Пока ничего не... А, вот. Все, да-да-да, вот, все пошло, да, все, мы в Отлично, эфире. я тут минут 15 распинаюсь, что-то рассказываю на графике. Ай-яй-яй. Все бывает. Пошел точно? Ну, я вижу, да. Ребят, напишите плюс, если нас слышно. Да, должно быть слышно, потому что я услышал нас. Не понимаю, есть запись или нет. Но вроде должна идти. Да, пошло, пишет. Пошло, пишут ребят, да? Так, ребят, всем привет. Прошу прощения, что-то было с Ютубом, если честно. Я минут 10-15 уже что-то рассказывал. Непонятно почему, посмотри, у меня все позбивалось почему-то. Даже камера слетела. Так, давайте начнем еще раз, попробуем. Ну, во-первых, всем привет. Приветствую на канале IndexRate. У нас сегодня в гостях будет GeoFine. Посмотрим рынок, посмотрим технически. Может быть, у вас будут какие-то вопросы, вы позадаете, мы на них поотвечаем. Кев, давай, наверное, я еще раз повторюсь. Это не очень хорошо делать. Вот, но придется. Итак, наверное, те, кто давно на канале или кто подписан на канал, видели обзор 23 числа. Я говорил о том, что 23, 21 вернее, числа на TradingView, о том, что будем двигаться вниз. Сейчас расскажу о причинах, почему. Сразу давайте с дневного таймфрейма. У нас есть две вот эти ликвидности, которые у нас были, значит, в период достижения all-time high, ну и потом, соответственно, коррекционного движения вниз, после которого началась вот эта самая последняя понижающаяся динамика. И обратите внимание на средние границы этих ликвидностей. Это основные, наверное, зоны. Также в последних стримах, наверное, это уже старо, но все равно стоит показать. У нас было два канала. Один регрессивный, синий, другой параллельный канал, который идет, ну, который шли с момента достижения all-time high. И после того, как мы не смогли прорваться выше параллельного канала, мы пошли тестировать верхнюю границу, соответственно, регрессивного тренда. Сейчас еще раз посмотрю, все видно? Вроде все видно. Если вдруг, ребят, что-то собьется, с Ютубом что-то не так, вы сразу скажите, пожалуйста, чтобы я мог попытаться что-то исправить. Значит, сейчас тестируем верхнюю его границу. И самое, что интересное, сейчас уберу параллельные каналы, чтобы было видно. Посмотрите, как алгоритм Smart Money, если быть точным, на середину, показывает уровни сопротивления и поддержки сейчас в этом коррекционном движении. Сопротивление идет от нижней границы вот этого серого засвета, это так называемая медвежья ликвидность, от нижней границы предыдущего дневного хая, где-то в районе 68-68,5, там, где мы не смогли пробить верхнюю границу параллельного канала, и до верха это где-то отметка 72. И, кстати, отметка 72 тоже понятна, потому что она находится, ну, примерно вот здесь. Это вот это самое накопление, вот, которое было на предыдущем all-time high. И для того, чтобы вырваться и вернуться полноценно пробивать АТХ, нам сначала нужно будет пройти вот эту ликвидность. Она достаточно сильная. Теперь, что касается структуры и того, что происходит на рынке, многие видят, что падает, начинается паника. Ну, во-первых, не очень хорошие данные вышли по у нас, по-моему, по пособиям по безработице в последний раз. И сейчас они у нас тоже прогнозируются с повышением. Основные данные у нас выйдут. Стоп, не туда пошел. На следующей неделе, которые нас должны интересовать, это выйдут данные у нас. Что-то все сбилось. ВВП за третий квартал, да, в среду выйдет. Вот инвесторы в основном ожидают его. Ну и стоит также отметить, что в целом сейчас большинство таких серьезных аналитиков говорят о том, что ВВП у нас в США, имеется в виду, будет прирастать. То есть Международный валютный фонд прогноз по ВВП в США повысил. А, По-моему, там на 2,8 в 2024 году и на 2,2 в 2025. Это, ну, для нас это хорошо. Так, теперь, что касается структуры. Ну, наверное, видно. Вот здесь произошел ее слом, то есть у нас были понижающиеся лои и не могли переписывать хай. И вот здесь произошел слом, это было в начале сентября 2024 года. Дальше хай стал повышаться и лои у нас не понижались. Соответственно, сейчас для нас очень важно, посмотрите, где мы сформировали предыдущий лой, это в зоне справедливой цены.
Вот сейчас крайне важно оказаться выше вот этой вот ликвидности. Верхняя граница 62, нижняя где-то примерно 59, в середине зона 60. Вот 60 отметку проваливать не надо. Но я думаю, что это вряд ли произойдет. Скорее всего, потестируем сейчас где-то, наверное, 63, может быть 62. Ближайшим у нас выступает 25 экспоненциальная фиолетовая кривая на графике и дальше по сетке. Если отсюда, то у нас будет следующая попытка. Что-то у меня улетело куда-то. Следующая попытка двигаться вверх и пробивать эту ликвидность. Потенциал такой сохраняется. Рынку надо выбить слабые руки, то есть собрать как можно больше ликвидности. Что касается ликвидности, то у нас сейчас не очень хорошо пока именно по капитализации стейблов. Немножко она снижается. Соответственно, чем больше будет капитализация, тем лучше, тем больше денег зайдет в рынок. Ожидаем этой разворотной динамики. В любом случае сейчас все смотрят на выборы Трампа. С одной стороны у нас растет доллар по индексу. Мы это видим. 104 переписал. Это связано с тем, что многие ожидают того, что победит Трамп. Его прогноз повысили с 48 до 54, по-моему, процентов. Ну, а это нехорошо. То есть есть какая-то неопределенность для инвесторов, и они, соответственно, перекладываются в доллар. Но ситуация странная. С одной стороны, они перекладываются и в доллар, и одновременно у нас растет и S&P. То есть, с одной стороны, вроде бы доллар должен быть сильным, если, значит, есть какая-то негативная составляющая, по мнению, значит, участников рынка. А с другой стороны, Трамп собирается ввести пошлины 20%, по-моему, для всех и 60% для Китая ввозные, что не очень хорошо будет с точки зрения инвест-привлекательности в этот момент самого американского рынка. Ну, соответственно, доллар может быть слабым. То есть и сам Трамп, в принципе, хочет, чтобы доллар был слабый, ему нужен слабый доллар, ну, хотеть одно, а сделать совсем другое. Ну, видно по графику доллар перегрет. Сейчас пытается на дневке собрать ликвидность с верхней границы 104.80 и нижней границы 104.38. И уже по инерции двигаемся. Тенденция по алгоритму sequential завершена. Думаю, корректироваться будем не за горами. Вопрос, насколько сильно все кривые ИМА находятся внизу сетки MA-Ribbon. Это означает, что по доллару, по индексу доллара на дневном таймфрейме у нас все еще бычка. Соответственно, если мы говорим о классической истории с тем, что индекс доллара растет, активы падают, тем более высокорисковые, таким каким является наш криптовалютный рынок, инвесторы в первую очередь фиксируются именно по таким позициям, то есть все, что касается высокорисковых активов, то можем еще чуть-чуть подвигаться вниз. Но на дневном таймфрейме, наверное, по классическим индикаторам видно и MACD, у нас кривыми заворачивается наверху, гистограмма намекает на уход в медвежью зону. И классический RSI тоже пересек базовую линию сверху вниз и намекает на то, что мы еще потолкаемся пониже. Поэтому для долгосрочных инвестиций, если речь идет об откупе сейчас, либо докупке позиции в долгосрок, то я бы, наверное, подождал. С точки зрения фиксации у меня сейчас докупки нет, и с точки зрения фиксации у меня есть уровни, которые я уже тоже показывал. Сейчас я покажу их по FIBA. Здесь есть два варианта Фибоначчи. Ну, не меняю ничего, показываю. Значит, с момента роста биткоина до достижения хая 2017 года это расширяющаяся сетка FIBA и лой, соответственно, который был в начале 2019. Сетка очень хорошо на месячном таймфрейме отработала. Как раз вот здесь показала хай на 3618, трехкратное золотое сечение. И сейчас мы ну, как бы протестировали двукратное золотое сечение на красной отметке 55 примерно. Поэтому эта сетка у меня является одним из таких триггеров для закрытия поэтапного позиции. Как минимум отметка в зоне 86. Ну, при переходе через 74 здесь есть еще одна сетка. Сейчас эту уберу, поставлю эту. Здесь более локальная расширяющаяся фиба от роста 2020 года до лоя в 2022. Здесь есть промежуточный уровень на отметке 80. Поэтому разгружать свои позиции накопления буду здесь. Ну и потенциал у этой, кстати, локальной сетки FIBA, можно так сказать, на месячном таймфрейме. Ну, посмотрите, золотое сечение находится на отметке 120. Не факт, что это будет именно в этом бычьем рынке. Вероятность такая небольшая. Если мы говорим о трейдинге, говорим о вероятностях. Я думаю, что в районе 86 я буду фиксироваться большей частью, независимо от того, будет ли намек на то, что мы пойдем за 120 или нет, потому что в зоне 100 в любом случае нас с большей степенью вероятности остановят. Ну вот в целом, наверное, такая картина по рынку сейчас. Но если посмотреть совсем локально, наверное, на 2 часах можно еще глянуть.
2 часа выглядят тоже интересно. 8-я свечка Хайконеши, смотрите, в 200-ю. В 200-ю уперлись и Машку красная кривая. И здесь большая тоже зона бычьей ликвидности 65 800, нижняя граница 65 200. Вот если проколем ее, уйдем ниже. Если удержимся, будет сейчас отскок. И, скорее всего, к сетке MA Ribbon, то есть к сотке, к сотой экспоненциальной я имею в виду, синяя кривая, где-то в районе 67 можем отскочить туда, локально. Но динамика не завершена. Все еще у нас отрицательный дифференс моментум, это оранжевое значение вот здесь. Я закрываюсь по нему. Здесь был сигнал, кстати, он продолжает отрабатываться. Это код A показал сигнал. И на 6 часах был сигнал по коду SM, наверное. Сейчас я посмотрю. Да, и здесь тоже продолжается динамика. Даже здесь, на зеленой свече, дифференс моментум вот здесь оранжевый был отрицательный. Это означает, что динамика нисходящая все еще в силе, в приоритете. Ну, наверное, как-то так. Если будут вопросы, позадавайте. Гева, наверное, дам тебе слово. Скажи, что ты видишь по рынку. Сейчас посмотрю, все ли включено. Можешь ли ты говорить? Конференции, наверное, да. Сейчас я здесь закроюсь и Да. уберу. Сейчас, секунду. Тут Мгм. не так просто этим всем управлять. Это отдельно нужен какой-то оператор, чтобы всем этим занимался. Вот так, наверное, да. У тебя открыт доступ, поэтому ты можешь показывать. Голосом скажи что-нибудь, я посмотрю звук. Да, да, вроде должно быть слышно. Привет всем. Ну, поставил максимально. У тебя там, посмотри, микрофон не очень громко у тебя получается. Не очень громко, да, я Все, поближе нормально. сделаю. Мгм. Отлично. Ребята, если со звуком что-то будет, сразу же напишите. Я чат, кстати, не вижу. Геф, если увидишь чат, скажи, у меня почему-то не отображается чат. Сейчас Возможно, посмотрю. перезагрузить этот иногда глючит. Вот. Так, Да. сейчас. Так, сейчас я тоже гляну, работает ли все. Ну да, меня слышно. Вот, я Да, 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 включил да, да, на слышно. телефоне. Ну, экран Мгм. у тебя, так что если есть что показать, говорите, а ребята потом напишут, может быть, какие-то альты посмотришь. Ты же по альтам часто бегаешь, анализируешь, так что можно будет альты посмотреть. Да, хорошо. Так, сейчас. Так, надеюсь, видно, да, экран? Сейчас я вот это сверну, и теперь будет хорошо видно. Так. Да, должно быть хорошо Мгм. видно. Так, ага. Да, сейчас, то есть перемещу. Да, что я вижу в целом по биткоину? Всем привет еще раз. На канале своем я о чем говорил? Мы когда дошли до 59 тысяч, то есть я говорил, что мы где-то около 59-60 задержимся. Далее, соответственно, будем смотреть на откуп. Откуп неплохой произошел здесь, да, у нас 50. Ой, я чуть не туда смотрю. Вот здесь 59 мы дошли до 63 достаточно быстро. Были еще в каком-то боковом движении, потом сильно вышли наверх уже в зону 66. И достаточно это быстро сделали, где-то в течение скольких там, даже меньше недели, вот. Мы дошли достаточно до высоких отметок, вот. То есть я в целом вот эту вот всю коррекцию ожидал до 59. И далее рост произошел с 59, да, у нас сейчас до, ну, почти 70 тысяч долларов, очень близко в эти значения. Ну и, соответственно, уже здесь я ожидал, что мы, ну, уже слишком сильно, скажем так, перегрелись, да, уже достаточно параболически выросли, пошли в какую-то такую расторговку небольшую, вот. И, соответственно, было видно, что, ну, сил не хватает, и нам нужно будет сходить на коррекцию. Зона коррекции я и по FIBA посмотрел, и в целом достаточно логичная зона коррекции, если смотреть на истории, да, здесь на истории видны в целом, где мы касались, где мы отрабатывали как поддержку, или где мы здесь уже как сопротивление, да, тестировали. Это зона в районе 64, 65, 64 или 65 тысяч долларов. Вот, соответственно, эта зона хорошая, по FIBA это у нас 38 или 0,5 уровень будет, 64-65. В целом, плюс это, возможно, будет ретест вот этого вот нисходящего сопротивления, которое отсюда идет. Вот, вполне вероятно, мы будем ее тестировать уже как поддержку. То есть ожидания сейчас следующие — это увидеть поход примерно в эту зону, вот, куда-то вот в эту вот зону. Здесь, может, какое-то время поторгуемся,
может быть, непродолжительное время. Ну и, соответственно, если все хорошо, будет никаких лебедей не будет, может быть, даже мы в теории можем сходить, да, то есть я не отрицаю даже до 63 000 долларов. Вот, может быть, мы будем даже тестировать снова эту зону, но пока она более как менее вероятный сценарий, пока более вероятно это 64-65, вот. Здесь, соответственно, мы можем, да, какое-то время побыковиться, и потом ожидаю уже пробития вот этого вот уровня, который мы не смогли сейчас дойти и пробить. Возможно, это будет вот как-то вот такой структурой, то есть мы придем, протестируем, не сможем, там дойдем, протестируем уже с этой стороны где-то 68-69, и потом пройдем прорывать 72. Вот, соответственно, пробой вот этого уровня, да, у нас 772 тысячи, достаточно, но не прям уж сильный уровень, но он не слабый, вот, то есть его нужно будет преодолеть, и я думаю, если мы его пробиваем, уже идем на новый АТХ. Вопрос времени, когда это может произойти, может быть, сразу после, ну, выборов, да, то есть пробитие 72 и в сторону АТХ, может быть и до, в теории, да, то есть надо посмотреть. Достаточно мы идем хорошо в плане коррекции. То есть я ожидаю, что мы уже в течение нескольких дней в целом всю коррекцию сделаем. Может быть, еще там просто побыковимся, какое-то время пофлетимся. Но в целом, может быть, даже в ноябре, ой, в ноябре, в конце октября, в начале ноября мы придем вот снова в эту зону, 7,72. Ну вот, и, соответственно, ну, уже посмотрим, что там будет происходить. Если мы посмотрим, например, на RSI, да, что у нас происходит, если смотрим на 4 часа, то мы сейчас уже как раз-таки очень хорошо остыли. Вот этой вот коррекции, да, вот в зону 66 тысяч мы долларов сейчас у нас, да. То есть мы очень хорошо уже остыли. Это уже 30. Вот. Можем еще чуть ниже пойти, но я не думаю, что прям сильно глобально вниз пойдем. Ну, там зона 15-20 не думаю. Вот. Ну, вот зона 30, там, может быть, 25. 23 вот в эту зону еще сходим, вот, и это как раз-таки соответствует вот этим вот ожиданиям. Это если мы смотрим чуть локально, если мы смотрим по дневным, то здесь, конечно, мы, например, на середине канала, может быть, там до 50 дойдем, вот. Ну, а на недельках нам вообще ничего не мешает расти, то есть мы здесь, как и были, там на 56, 50, ну, короче, 56, 60, вот так и остаемся. То есть в целом нам уже ничего не мешает, особенно на локальном уровне, да, то есть 4 часа уже полностью остыли. В целом, хоть сейчас пойти в зону 70-72 и прошибать. Вот, то есть в теории никаких не вижу вот, соответственно, каких-то сопротивлений. Вот здесь, да, конечно, когда мы дошли до 68-69 тысяч, вот мы по RSI были уже около в районе 80, но ожидать там, что мы к 90 к 100 пойдем, ну, маловероятно, вот. То есть я Поэтому правильно в понимаю, целом будет ты думаешь, все что на очень 30 будет сейчас неплохо. коррекция, или Мгм. я что-то неправильно понял? Не, на 30 имеется в виду по RSI. Ну, мы уже на 30 А, по по RSI, RSI. господи, я думал, Именно 30 по тысяч ты RSI. собираешься. Думаю, где же такой радостный день? Не. Если мы на 30 пойдем с текущей доминацией, ну, альты можно будет просто в помойку выкинуть куда-нибудь, потому что я не знаю, сколько они будут там стоить с такой доминацией, вот. Они не то, что там все лои свои прошибут, я не знаю. Да, даже суперсильные фундаментальные там за 21 год, которые были. Ну, я так понимаю, очень сильно падали даже вот на этих последних коррекционных движениях, очень сильно было просадки по альтам. Но доминация Э, растет, присутствие институционалов растет, и, соответственно, и альты сейчас наименее интересны, особенно те, которые с низкой капитализацией, как я понимаю. Да, я думаю, последние полгода очень сильно сейчас институционалы, ну, те, кто покупают альты, да, из больших игроков мы говорим, вот. Я думаю, они прям выгребают все по максимуму из рынка, потому что сейчас альты настолько дешевые, насколько они, ну, особо раньше и не были. Вот. И, соответственно, они пытаются всех демотивировать, да, отобрать у всех и все, ну, для того, чтобы потом, видимо, резко запампить. Вот, чтобы потом пришли новые игроки. Но это все соразмерно будет с ростом биткоина. То есть это не будет так, что они будут расти просто от балды, потому что вот нужно. Вот, когда биткоин будет расти, будет хайп. То есть сначала все люди же смотрят на биткоин, там мировой фома, и розница, она приходит на биткоин, потом они понимают, что есть альткоины, и потом уже все уже залетают в альткоины. Типа биток покупать по 100 уже дорого, условно. Ну вот, и, соответственно, когда уже биток захайпится, тогда только в альты будут розницы приходить, и они будут
соответственно, уже там на хаях покупать или пампить дальше и так далее. Вот. То есть сейчас роста, конечно, никого не ожидаю прям в ближайшее время. Вот. Но если там биткоин вырастет в районе 80-90, в теории доминация может переливаться уже в альты. Ну, он может Вот. вырасти, потому что последнего этапа цикла, ну, если мы говорим о 3 циклах, да, то есть публичного участия еще не было. То есть среднесрочные инвесторы, так называемые розничные инвесторы, они еще на ФОМО не залетали, то есть последнего цикла не было. Конечно, в нашей истории все что угодно может произойти, может его и не быть, но за всю историю рынка, по крайней мере, такого еще не происходило. Поэтому а, пока вот не вытряхнут совсем слабых и не загонят потом в конечном итоге тех розничников на ФОМО, рынок полноценно не развернется. Ну, соответственно, либо не уйдет в стагнацию хотя бы, чтобы могла доминация как-то поменяться. Но здесь сейчас еще институционалы играют большую роль. То есть, если раньше переливались просто из биткоина в альты и обратно, то сейчас институционалы видят, по крайней мере, только два актива. Ну, основной биткоин, понятно, с разницей примерно 1 к 10, с учетом капитализации ETF эфира и капитализации ETF биткоина от разных там трастов. А, Сейчас такого сильного перелива может и не быть. То есть рынок может поменяться. Вот я ожидаю, что такого альтсезона, как был раньше, ну, априори быть не может, потому что всегда циклы с ростом капитализации меняются, а с учетом институционального присутствия, некоторые альткоины как бы могут никуда и не двинуться в целом, потому что в них просто деньги не придут. Ну, либо Мгм. двинуться на каком-то, ну, как объяснить, вот если это какой-то альткоин, в котором там самая низкая капитализация, сидит один маркетмейкер, который пытается заманить туда пару-тройку человек, вот такое может прыгнуть специально под общий рост, чтобы все увидели, что он сейчас полетит на какие-то там сумасшедшие иксы и быстро перестать существовать, скажем так. Сейчас наушник у меня сел что-то. Мгм. По поводу... Слышно, да? Да-да-да, слышу, наушник Ага. просто сел. Да-да-да. Вот. Частично где-то есть вот правда, но все равно есть большие игроки, которые были в прошлом цикле, в позапрошлом, Andreessen Horowitz, ну, вот эти все большие компании, тот же Coinbase, Binance и так далее. Но они же остаются. Да, не пришел, возможно, BlackRock, условный, да, предположим. Но все равно большие игроки там остаются на этих альткоинах, и они тоже будут их, соответственно, пампить. То есть в основном приходят на эти игроки больше розницы. То есть мне кажется, большие игроки, ну, в плане небольшие, а вот, например, BlackRock, он просто заработает свое из-за того, что биткоин дорогой, туда больше людей приходят и могут инвестировать с фондового рынка. То есть на Но фондовом мы рынке есть понимаем, большие капиталы. Но мы Да. понимаем, да, что это будет такая краткосрочная история, как стрижка овец. То есть то, о чем ты говоришь, пампить. То есть это не фундаментальные активы. То есть на рынке присутствует несколько, вот там, естественно, поглядывают там на Трон, потому что это USDT по нему гуляет очень хорошо. Там на Solana смотрят, там, понятно, эфир, биткоин. Пока других я не вижу. Из тех, которые были бы, ну, вот, прям так, чтобы в них кто-то из крупника еще обратил внимание. А когда у тебя институционал покупает только биткоин, ну да, есть крупные игроки, которые чисто работают на крипторынке. Но это же несравнимо с BlackRock. BlackRock, правда, сейчас совсем чуть-чуть туда инвестирует. Он своим игрокам говорит, добавьте щепоточку к своему к портфелю, то есть условно, да, там понятно, что там asset allocation, диверсифицированный портфель. Сейчас некоторые аналитики говорят, все забыли про реальный сектор, и некоторые компании из реального сектора показывают очень хороший прирост по дивидендам и ожидают, что в следующем году этот прирост сохранится в 2025 году, и даже некоторые бигтехи увеличат свою, и изменят свою дивидендную политику. То есть сейчас вот крупные именно инвесторы, которые управляют большим капиталом, они смотрят, ну скажем так, всесторонне на активы, а не так, что вот там, знаешь, там есть какой-то grayscale, я сейчас возьму и там куплю какой-то там сотую, пятисотую там альткоин, и он улетит у меня на 1000 иксов. Но это маловероятно. Мы же понимаем, что там риски капитала несопоставимы, поэтому большинство играют именно биткоином. То есть из того, что вот видно сейчас, ну я просто сейчас покажу, сам посмотри на доминацию, что с ней Но происходит. биткоин пойдет только большие игроки, ну, то есть у кого большой Ну, капитал там, есть. где, ну, основной Большой капитал капитал. будет в биткоине, в эфире. Здесь Ну, вопросов нет. локально, я же и говорю, они локально могут, Мгм. сейчас я дам график.
просто показать. С точки зрения поддержки еще хотел ребятам сказать. Сейчас сетка паутина, она уже давно у меня существует, кто на канале давно знают. А, у нее очень хорошо прям показано уровни, и тоже вот посмотрите, вот эта самая большая ликвидность на дневке, и паутина ее тоже показывает верхнюю границу 72 там с копейками, ну и нижнюю границу, которую мы не смогли прорвать. И сейчас на поддержке сетка очень хорошо показывает уровни, которым потенциально актив биткоин может сейчас снизиться. Здесь консолидация 25, это фиолетовая линия, и пунктирка здесь же 64 800, и здесь 50, и на ней пунктирка 63,5. Ну, а дальше это вот эта самая средняя граница вот этой ликвидности, которую я показывал. И здесь у нее консолидация сота има. То есть очень такие хорошие сигналы. Кстати, и в зоне справедливой цены тоже есть пунктирка, и здесь же есть 200 на дневке. То есть такие ориентиры для, ну, докупа, я бы сказал, да, и ключевым остается именно вот эта зона справедливой цены 61, чтобы ее не провалить. Ну, а теперь давай доминацию быстро глянем, и ты по ней тоже скажешь что-нибудь, где она. А, Смотрю, что у меня тут включено по ней. Ну, вот она. То есть, что ей сейчас мешает? Я прям недельку поставлю, чтобы было видно. И уберу, наверное, сейчас кодей, чтобы показать чисто по Smart Money. Что ей мешает прийти вот сюда, на 67, и забрать вот эту медвежку, ликвидность? То есть она, 67%? ну, Мгм. посмотри, 67-71. Вот как двигается, да, история от справедливой цены до следующей ликвидности. И наоборот. То есть вот здесь пробили, здесь была ликвидность, она ее пробила, сформировала следующую в качестве поддержки на отметке 55.07. И сейчас просто пустота. Ну Ты вот, ничего посмотри, нет. как она двигалась в 2018 году, доминация. Посмотри, как она двигается сейчас. Вот 19-20 год. Посмотри, как она резко росла. Да И нет, ты просто посмотри, посмотри на Money Flow. ну, я на это не Он, особо он смотрю. прям, он прям, и стохастика RSI вверх, все вверх. Альта будет все равно свое отжирать. Альты всегда все больше становятся. Они все будут красть частично в биткоин. Ну, Ну, дай я не бог, совсем понимаю, что, почему, дай почему бог, у что так биткоина будет. должна доминация, ну, типа, намного сильнее расти, чем в предыдущие годы. То есть у тебя монет всегда больше, Нет, не из-за монет, именно за крупного капитала, который пришел. крупный капитал, который пришел. Конечно, конечно. А Рост крупный денег, капитал рост денег, приш... капитализация равно рост актива. То есть рост денег в актив, рост актива, ну это же понятно, да? То есть, соответственно, чем больше денег, тем больше будут расти. Ну, это же Сейчас пока чуть... все на бумажках у В BlackRock, смысле? нет? Почему на бумажках? Ну, нет, они покупают биткоин, BlackRock, не спорю. То есть они Да все они не просто покупают. покупают, они сейчас активно, то есть условно они купили биткоин, они купили биткоин. Ты видишь, да, экран? Я просто не раздаю в Zoom. Сейчас, а, подожди, я раздам. Давай я Там тогда остановлю свое. ты просто не видишь. Ой, Сейчас раздам в Zoom, остановил. чтобы, да, чтобы ты тоже мог видеть. Смотри, они загнали людей в биткоин. Сейчас много всего лишнего на экране. Они загнали людей в биткоин перед халвингом, правильно? То есть где-то вот прямо перед халвингом, что спровоцировало рост на all-time high, это март-апрель. То есть когда появился ETF, был утвержден. Это все в зоне там 60 тысяч долларов за биткоин. ETF в январе появился, по-моему. Ну, не помню точно когда, но средняя цена где-то в районе 60, 65 даже есть. Вот последние данные, которые я смотрел. То, что купили их клиенты. То есть это то, что они дали людям. Сейчас, естественно, на этих отметках, которые сейчас есть, людей не устроит, потому что, ну, прошло уже 6 месяцев. То есть нужно, чтобы какое-то время еще прошло, и по году сказать: ребят, смотрите, вы добавили чуть-чуть, совсем чуть-чуть биткоина к своему портфелю. То есть если раньше мы вам там рекомендовали 3-2%, 5% золота, сейчас вы там 2%, 1% биткоина, посмотрите, сколько вы заработали.
Ниже они опустить не могут, а вот повыше своим клиентам дать они могут. Поэтому они сейчас активны, и глава BlackRock на последнем стриме, я, по-моему, это говорил, глава BlackRock видит очень большие перспективы с точки зрения интереса инвесторов в эфир, на своем выступлении. И также говорит о том, что криптовалютный рынок будет более активно регулируемым, что означает приход больше игроков институционального уровня, и, соответственно, денег туда будет идти больше. Поэтому резкого изменения в доминации, ну вот честно, пока я не вижу. Отдельные альты, да, действительно, отдельные проекты. Именно касательно проектов. Почему я всегда про альткоины? Раньше мы с тобой стримились 100 раз на твоем канале. Я всегда говорил, что за альткоинами всегда стоит какая-то компания. Ну, то есть, условно, бизнес. А бизнес определить я не могу. То есть, это стартап фактически. Если ты не имеешь опыта венчурного инвестирования, но определить тебе стартап невозможно, потому что у тебя перед лицом просто команда людей, о которых ты почитал в интернете, ты посмотрел их white paper, ты посмотрел, возможно, их бизнес-модель, ты что-то там увидел и ожидаешь, что да, действительно, компания может быть успешной за счет предыдущего экспириенса этих игроков, их участников и амбассадоров проекта. А в реальности что ты можешь увидеть? В реальности ты можешь увидеть такую историю, как Tron. Раз, и на нем работает USDT. Ну, окей, тон, да, от Телеграма, ну, внутри своей экосистемы. Но, скорее всего, будет расти, да, потому что он обслуживает Телеграм. Что еще? Вот что-то еще, если есть, это будет расти. Эфириум. Ну, эфир Ну, понятно. Эфир понятно, да. и эфириум, и многие эти вторые решения, которые Ну, вот если эти вторые Мгм. решения будут привлекать присутствие хорошего капитала, то да. Если эти вторые решения будут оставаться, как мы знаем, множество там и первые, и вторые, и третьи, и десятые решения, когда они были очень красивыми, а в конечном итоге сейчас их нет. Ну, то есть их не видно. Вообще, в принципе. Решения не Ну, что-то, наверное, получились. останется, что-то, ну, Да. и то, что получится, конечно, останется, будет дальше расти, да, без вопросов. То, что не получится, Вот то, конечно, что, то, скорее что всего. привлечет в свой бизнес присутствие инвестиционного, ну, какого-то интереса, либо какого-то продукта, который в реальности будет, ну, в реальности будет интересен на рынке либо для B2B сегмента, либо для B2C сегмента, там неважно, но который будет интересен. Если за ним ничего не стоит, то есть если это вот опять очередной там убийца того, пятого, десятого, двадцатого, то ждать, что это что-то улетит в космос и сидеть это накапливать, ну, конечно, не финансовый совет в любом случае, но я со своей стороны так не делаю. Потому что такие ошибки были совершены там на этапе зари увлечения инвестициями и трейдингом. Больше я так не стал делать. И, кстати, это сберегло, очень сильно сберегло депозит. Именно интерес только в биткоин. Не агитирую никого, конечно, альткоины интересно, поэтому если кто-то там в чате что-то захочет посмотреть, вот Гева, я думаю, что может посмотреть. Я тоже со своей стороны гляну. Давайте обратно экран отдам. Я не вижу просто чат, сейчас я гляну, там что-нибудь пишет, ребят, что-нибудь надо посмотреть или не надо. Сейчас, как мне тут это сделать? Хм. Вот, сейчас верну и отдам тебе Zoom. Там про Dash написали. Самый любимый Dash. Dash. Ну, давай посмотри. Я тебе отдал экран. Мгм. Так, видно? Видно. Сейчас я не вижу просто, что ребят еще пишут. Что думаете про Dash? Потом Ом просит посмотреть. Ом USDT, Ом к биткоину. Так, еще что-то. Больше пока ничего. Ну, давай посмотришь, Dash. Давай. По Dash все печальненько, конечно. Ну, как-то Здесь да, будет хороший, на долгая самом деле история. неплохой проект. Вот если так разобраться, с точки зрения стартапа все прекрасно. С точки зрения того, что к нему нет интереса со стороны институционалов, вот результат. Ну, то есть не то, что институционала, а крупного бизнеса, скажем так. Вот нет интереса и все. Там ты хоть М. что хочешь делай. Ну, если да, мы видим даже к USDT у нас идет вечное снижение. И причем в этом году мы еще и LA обновили ее исторически. Падали ниже $20. То А есть я здесь показывал тренд эту на... линию. Помнишь, у тебя тоже на канале показывал, мы даже с тобой смотрели. Я у себя смотрел 20, там, по-моему, 25 было, я не помню сколько. Вот его нельзя было проваливать ниже этой отметки. На вот это вот зона, да, 24-25 было. Да, да, ее нельзя было проваливать. Вот он его как провалил, все. Да, ему теперь вернуться будет сложнее выше этой зоны. Вот. В теории, когда будет рост биткоина, я не знаю, там условно
100 000 долларов, да, когда будет доминация переливаться, никто не говорит, что это будет там, условно, через неделю или через месяц. Это может быть через 3-4 месяца, через полгода. Вот, когда момент настанет, я ожидаю отскока все же по дэшу, и отскок, ну, максимально, наверное, сюда куда-то. Про перебитие хаев уж точно нет. Вот. Ну, на данный момент точно нет. Пока этого не видно, да. То есть А посмотри на максимум, когда месячном. там все будет на эйфории, вот, я думаю, максимум он сюда придет. Вот месячный посмотри. Он свои на начальном этапе, когда он начинал. У тебя, подожди, что-то короткий график, да, какой-то? Кто у тебя? Ну, давай Coinbase, откроем. Это подожди. Coinbase. На Polonix. М, На Polonix у него график хороший. Там видно, Давайте, что он, да. ну, на своей заре, там, 16 года, он прям вот на верхней границе этого интереса находится. Ну, то есть удерживается, не опускается туда. Там есть такая свечечка фитилем. Она Вот была это. у нас 1 ноября 2015 года на месячном графике ее показывает. 1 ноября 2015 года у меня фитиль здесь такой. Ну, у меня Хайконеш стоит, так что здесь может у тебя по-другому Все, я выглядит. понял. Ну, у меня, да, А, у меня обычный. Вот. И вот это вот интересный момент. Посмотри, вот прям проведи, если там это Хайконеш у тебя, ты прям увидишь ее поддержку. Не, у меня Ну, у как, него здесь есть какая-то небольшая поддержка, мне кажется, на 12-15 долларах будет. там Но с знаешь, другой какая цена? стороны, 19. 19, да? Максимальный хай там был на отметке, ну, максимальная цена была 19. 1 ноября 2015 года свечка на месячном таймфрейме. Вот четко прям удержали на этой отметке. И Может сейчас быть, это следующий. 16 года. Я думаю, 16 года, нет? У меня показывает ее 1 ноября, 1 ноября 15, но он так дату дает, просто потому что месячный стоит. М, м. Сейчас я... Я у меня просто здесь 2-3 доллара, я Ну ты поэтому скажи, думаю. я покажу сейчас ее. Не, оно у тебя не так выглядит. Не, не так вот. Кстати, вот эта вот структура очень интересная по Дэшу. Это такой клин, но сработает ли он точно ли в сторону наверх, это не факт. То есть у него 80% это отработка наверх, а 20% отработка вниз. Вот. А, Хороший вопрос, сработает ли. Но пока очень пессимистично. У нее здесь есть очень сильный уровень сопротивления. Это, я говорю, 60-80 долларов. Который, ну, извините, но, скорее всего, не пробьет, если не будет какого-то большого интереса, да, со стороны крупных игроков и так далее. То есть, если этот интерес не придет, если они там не сидят, то очень вероятно что-то по дэшу вообще хорошего увидеть. Вот, я думаю, эта зона, это будет, ну, пока максимальный, да, то есть это там несколько иксов и не более. Вот, интереса нет, падает, если смотреть там к биткоину, то вообще будет супер печально по дэшу. Вот он там вечно в падающем этом, и все. Я не думаю, что он здесь. Да-да-да, по дэшу, точнее, к биткоину тут вообще все плохо. Просто ужасно. Ну, видишь, он вот там треугольник, видимо, рисовал, как вариант паттерн на пробой, а он его не взял. М-м. Да, то есть у него здесь некий канал, который вечно вниз идет на данный момент. Небольшой канал есть, в котором движется. Вот, то есть по дэшу, к сожалению, печальные новости. Мне кажется, есть намного больше других проектов, которые, ну, покажут намного лучше рост и более надежно, нежели все же в Dash. Вот. Ому. Сейчас Ом. Сейчас давай я Dash покажу и тебе Мгм. тоже поделюсь, чтобы ты видел. Давай. Там можно закладки, кстати, менять. Сейчас и ребятам прям покажу быстренько. То, что я хотел тебе показать. Вот смотри, вот у меня как выглядит эта история. Вот эта свечечка, видишь, на Аполлониксе. Вот 19. И смотри сюда. Видишь? Где? Нет, 19, у тебя 16 год, а не 15 год, Нет, 19. нет, вот здесь, смотри. Вот написано 1 ноября 2015 года. Или я, может, плохо вижу. 1 ноября 2015 года у меня просто так показывает. Ну, потому что месячный график стоит. Все, вижу. А Видишь, может, у да? тебя какой-то этот всплеск был странный? Мгм. Ну, это Polonix. Это самое большое, что я, по-моему, нашел по Dash. И вот его поддержка, видишь? 1 июля и 1 августа.
Вот это ключевая поддержка сейчас для него. Ну, все кривые наверху, все наверху, вся сетка наверху на месяц. Зона справедливой цены у него вообще в 247, ну, Unreal. Пока не вижу такой истории. И очень давно у него, посмотри, какой огромный прям медвежий денежный поток. Немножко, кстати, может быть, будет отскакивать. Есть такой намек, но небольшой. Пока небольшой. На месячном таймфрейме. По логике должен постараться. И у него следующим сопротивлением, ближайшим, вот так будет выглядеть картина. На месяц. А, кстати, он вот эту бычью ликвидность почти собрал. 38, 38-40. Ну да, вот его история. Это вот к вопросу об альтах, которые очень хорошо себя проявляли. Все, отдаю тебе обратно экран, Наом. Ой, вообще не знаю. Сейчас. Все, экран твой. Сейчас здесь Мгм. остановить трансляцию. Вот, все. Так, ПДши глянули. Ну, короче, перспективы не очень хорошие на данный момент, уж точно. А, Следующая монета это Ом. Вот Ом я не анализировал ни разу, но там... Сейчас, надеюсь, тут большой график будет. Тут, да, монета дала много иксов, и вот не совсем понятно, зачем рассматривать такие монеты. То есть те, кто откупали здесь, они в такой прибыли, вот даже вот хотя бы вот в этом накоплении. Но они в прибыли просто даже от этого уровня там в 30 иксов условно, да, от средней цены даже. То есть рассматривать ОМ для покупки, это может быть как и Solana в теории, но хотя он уже дал большое количество иксов вообще. От одна он дал уже больше там 80 иксов. Ну вот. Может быть, как Solana, не знаю, может она будет в конце цикла стоить там, не знаю, $10. Но риск-прибыль, соотношение, да, ну, здесь сильно завышено, нежели на других, особенно там падающих монетах, там даже 21 года, да, которые появлялись, вот. Поэтому рассматривать с точки зрения покупки, ну, я лично бы не стал, потому что здесь риск-прибыль вообще несоразмерный, вот. Поэтому я лично не вижу перспектив в этой монете. Ну, в плане с точки зрения заработать. Вот. То есть он в теории может упасть как бы и ну, там на 70-80% сложиться, и все равно это будет нормально. То есть у него будет как некая коррекция происходить. Вот. А с просадкой выйти в 70-80%, ну, как-то не очень хочется. Вот. Посмотрите Apex, интересно мнение. Apex. Ну вот, снова, да, тоже монета выросла. Неплохо, да. То есть у нас здесь было сколько? 10 центов. И выросли, ну, с конца 23 года выросли до почти $4, да, сколько? 10,4 $. Это, ну, похожая история, там, сколько иксов, 30 чем-то, да. Мгм. Больше 30 иксов дала, тоже пошла в какую-то, так, в какую-то коррекцию пошла, да, у нас. Так. Ну, и в теории он может обвалиться, я говорю, вот похожая ситуация, как по ОМу. Что-то выросло, да, в коррекцию уже неплохо сходило, ну вот, ну, как бы желание покупать таких монет, ну, у меня лично желание не так много покупать такие монеты, вот. Кто-то хочет рисковать, это ваш выбор, конечно, в плане покупки таких монет, вот. История небольшая, к сожалению, здесь проанализировать прям хорошо сложно, то есть скорее всего, здесь было накопление, то, что мы можем увидеть. Здесь, скорее всего, уже часть, ну, большие игроки точно распределяют, то есть они таким ростом пользуются, и они как минимум какую-то часть точно здесь продают. То есть если у тебя есть десятки иксов большому капиталу, очень важно зафиксироваться. Вот, вполне вероятно, что здесь как раз розница залетала, когда увидела там такие вот эти вот 2-3 свечи, то есть они произошли там за пару недель. Вот, розницу увидел, начал залетать, а здесь разгрузка происходит. Вот. Скорее всего, примерно такая логика и сценарий. Так, ICP. Вот ICP поинтереснее выглядит намного. ICP очень интересно выглядит. То есть она изначально появилась, она падала, падала, падала. Накопление здесь все, что ниже $10.
Вот. И в моменте его вытащили аж до $20. Дальше очень важно было прийти сюда и протестировать как поддержку уже зону накопления, да, вот эту вот границу. Мы так и сделали. Сейчас важно не ломать эту структуру, то есть закрепление ниже $7, это уже негатив будет. Сейчас важно держать ему эту структуру, ну и, соответственно, уже прорывать $10-11, снова ретест 20, коррекция, и потом уже поход выше, ну, если это перспективная монета, которая дальше будет расти, но заход уже хороший, который произошел там от $3 до $20, да. То есть импульс был очень хороший. Вот, если такой же импульс продолжится, то, ну, вполне вероятно, он там легко к 30 сходит, может быть, и выше. Ну, вот. Ну, сходит, имеется в виду, там не сейчас, а на каком-то промежутке времени, там, может быть, полгода. Ну, я думаю, первый-второй квартал будет очень хороший для криптовалют. Ну, и в том числе не только для биткоина, но и для альтов. Вот, поэтому в целом ICP хорошая монета. Так, говорили Грини, не покупай деревянный Dash. Ну, он просто фанат этой монеты. Это уже все как некая болезнь. Вот, ну, в плане, что ты влюбляешься в какую-то монету, и потом начинаешь жить этой монетой, скажем так. Вот, разбери фил. Фил. Ну, фил в накоплении находится, то есть это явно все это большое накопление. Вроде бы, да. Так, вот здесь у нас что произошло? Хорошие были цены, причем $200, да, там $150. Здесь, скорее всего, какое-то распределение было у держателей, у которых были эти монеты, плюс это хайп, да, то есть это месяца хайпа. 21 год, это был май, потом еще хайп был в начале, видите, осени, да, 21. То есть здесь продавали явно. И сейчас, если здесь есть крупный игрок, а похоже на то, что здесь есть крупный игрок, почему? Потому что мы держимся в одном канале, скажем так, да, и мы, соответственно, не падаем куда-то ниже. Вот когда нету крупного игрока или он не выдерживает, да, там слабый маркетмейкер, все дела, но мы начинаем вот так вот скатываться и скатываться ниже. Здесь же видно, что вот откуп происходит, вот как к $3 приходим, откуп здесь происходит. Вот, скорее всего, это накопление, причем большое накопление, которое, ну, по-хорошему должно показать как-то как с Chainlink. Вот у нас есть монета Link, да, Chainlink. Вот, наверное, история будет похожа. Как вот здесь вот было длинное накопление, и потом выстрел вот сюда, в районе там $20, да. Сейчас коррекция, сейчас мы тестируем уже сверху данное накопление. Ну и по-хорошему должны уже будем снова вернуться к 20 и выше. Ну вот, то есть та же самая история, в целом фил выглядит интересно, но в плане, с точки зрения перспектив. Ну вот, в целом можно присмотреться к покупкам. CRV. CRV. Вот по CRV попечальнее, да, то есть мы видим структуру, которая долго держалась, да, вот, здесь было накопление, мне кажется, все, что ниже доллара, 22 цента, да, если мы падаем ниже, все, мы пойдем дальше вниз, ну и, соответственно, здесь нужен какой-то покупатель, который протолкнет выше, пока мы не закрепимся выше 35-40 центов, ну, говорить о дальнейшем росте здесь вообще мало смысла. Вот. Вроде здесь был неплохой импульс откупа, да, коррекция, но ему сейчас очень важно проходить этот уровень для дальнейшего роста. Иначе его не будет. Так, крупный зи. Гляньте зи, крупный держатель вышли недавно. Как думаешь, шанс есть еще или это все? Ну, по зи выглядит не так все хорошо, если честно. Вот я ожидал, что откуп пойдет дальше. То есть я ожидал, что если мы упали вот здесь, да, с цента до там 600 условно, да, то я ожидал, что должен откуп произойти в ближайшие недели. Вот. Если не произойдет, это очень плохая новость. Может быть, я не говорю, что точно, но выглядит пока печально. То есть ему надо как минимум вернуться в этот блок, хотя бы в этот блок, 800, там, 1000, да, а лучше свыше цента и держаться. Вот. Пока не вернется, говорить о каких-то хороших перспективах, мало смысла. Видно, интереса не так много, да, то есть его особо не откупают, вот. Если пойдем проваливаться и не будет никакого интересного откупа, ну, хорошего откупа, то, скорее всего, печальные перспективы.
Ну вот, провалили как бы самый важный блок поддержки, который здесь был. Пока не очень хорошие мысли. Вот. Так, ну я вроде все глянул, все, что было в чате. Все, да, посмотрели? Ну, вроде да. Ребят, есть еще что посмотреть? Потому что если нет, а что ты думаешь по золоту? Продолжим лететь? Как она там, Ксау, да, пишется? К САУ, да. Прам-пам-пам-пам-пам. Я потому что его думаю ловить где-то в районе 2800. Почему здесь до сих пор вот эта поддержка сохранилась? 2800 ловить в каком плане? Покупать за 2800? Нет, откуда пойдет какая-то коррекция? Коррекция. Ну, либо то есть два Ну, варианта. Либо сейчас от 2,773, либо от 2,818. ну, очень похоже на то, что он в параболу превращается, и скоро пойдет коррекция. Вот, то есть у него вот такая вот структура, все больше загибается наверх, да, то есть у нее углы смещаются, то есть как структура параболы выглядит. То есть у нее постоянно углы вот эти вот, а, как бы угол более острым становится. Вот, и даже вот этот вот уже есть угол, который еще более острее становится. Но все, у нее последняя фаза, это реально где-то 2900, ну, вряд ли даже 3000, я думаю, не дойдет. 2800, 2900, ну, может быть, 2900, даже больше. Но откуда пойдет коррекция? Либо всей структуры, начиная от 1800, либо хотя бы от 2000. Вот от Мгм. 2000 точно пойдет вся коррекционка. Не верю то, что меньше. Вот. Соответственно, если мы 2900 дойдем, но, видимо, мы придем в вот этот вот блок. 2400, 2300. Мне кажется, мы вернемся. Уже будем тестировать ее. У нас же это АТХ, да? То есть это единственный наш блок будет коррекционный здесь, где была проторговка. То есть, скорее всего, мы вернемся вот сюда. Будем ее тестировать. Вот сюда точно. Вот. А дальше, ну, дальше, как он вернется, уже, возможно, куда-то в рост. Вот эта вот зона 2300, 2400, 2500, вот она будет, коррекционная зона, куда он, скорее всего, вернется. И только после, ну, уже этих вот значений куда-то может быть выше дальше. Ну, примерно так. Ну, у него сейчас прорыв канала идет, попытка. Дальше наверх? Ну, у него идет попытка, то есть сейчас у него 8-я свеча. Сейчас покажу. М, М, На неделе когда, наверное. А, ты не увидишь, да, если я тебе не раздам? Давай, да, не, я не увижу, да, я остановил. А, Сейчас посмотри, что видно. В зуме что-нибудь видно? Вот так. Видишь? Да, вижу, да. У него идет прорыв канала. И одновременно он пытается прорваться через золотой карман. Здесь тоже расширяющаяся фиба брошена на дневном таймфрейме с последнего роста, с последней, ну, предпоследнего, да, не считая сейчас, и загиб на тест нулевой отметки. 2605 у него нижняя граница бычьей ликвидности, то есть верхняя граница 2630, нижняя граница, ну, вот здесь прямо на нулевом фиба 2605. Здесь, кстати, сигнал появлялся на дневке. И вот у него в сопротивлении сейчас 0,618 золотой карман. И посмотри, как четко он пытается прорваться через верхнюю границу. Мне кажется, что у него есть потенциал. Ослабевает он, конечно. Ослабевает. Сейчас будут корректировать. Сейчас на дневке будут корректировать. Но все еще бычий. То есть будут корректировать, но пока все еще бычий. И у него потенциал прорваться вот 2,18. Прорваться и оттестировать верхнюю границу канала. Ну, а там уже по ситуации в макроэкономике так далеко заглядывать смысла нет, потому что в один момент у нас покупается сразу все. То есть у нас все индексные показатели растут, у нас сметается фондовый рынок, сметается золото, сметается биткоин. То есть вот последнее время было вообще какое-то сумасшествие. Кстати, мы об этом говорили с МС. Вот он помнит, я еще был не в рынке, он помнит, что такие события происходили в 2008 году. То есть перед таким серьезным кризисом, когда ну, я не смог это отсмотреть, надо просто, видео не то, что не смог, не посмотрел. Можно даже проверить, вот он точно это помнит, что в 2008 году
в преддверии большого кризиса, так называемый ипотечный кризис, была ситуация, когда вроде бы работающие раскорреляционно активы двигались все в одной корреляции. И вот золото сейчас, ну, просто с ума сходит. Ну, это, кстати, и хорошо, если Ну, это покорректируется. предвещает то, что многие покупают. Причем я не думаю, что это прям какой-то ритейл. Нет, часть ритейла покупает, конечно. Ну, то есть розница, да, которая Да тоже нет, ведет. это было видно давно, я говорю, еще на твоих стримах, еще зимой. Ну, мы же говорили об этом. Я же всегда, да я еще в Грине на криптогонах это говорил, что в принципе фундаментальные активы, которые имеют ценность, они всегда будут расти. Просто не в тех ожиданиях, которые хотят, к сожалению, молодые розничные криптотрейдеры. То есть не будет каких сумасшедших иксов, но если взять, просто пересмотреть наши с тобой стримы, пересмотреть криптогоны, которые были там в 22 году, об этом говорилось многократно, о том, что биткоин как ценность, еще не было никаких даже намеков на ETF, все думали, когда же биткоином все будут расплачиваться. Золото и рейд, все, что касается земли. То есть, ну, основные ценности: земля, золото и биткоин — новая ценность просто, и все. Поэтому все эти будут расти. Биткоин вырос в несколько раз, земля выросла там процентов, наверное, на 30 с недвижкой за тот период, если мы говорим о российской территории. Да не только о российской, там и некоторые интересные локации тоже есть зарубежные, где такой же рост виден. И золото. Золото дало, ну, почти на 50% с тех пор выросло. Понятно, что в рамках там 2 лет это не всем интересно, когда хочется сразу 1000% взять, но, по крайней мере, стабильно, опережая какие-то там глобальные потрясения, инфляционные какие-то издержки, ты всегда находишься в плюсе. И золото, я думаю, что это не предел для него. Будет, конечно, коррекция, но прорыв канала, тест, и вот у него где отметка. Почему я назвал 2818? Это единичка в локальном масштабе. Сейчас посмотрю, другое FIBA у меня есть. У меня есть еще и недельное расширение. Есть еще и недельное расширение. Ну, неделька, по недельке этот канал можно убрать. Его здесь нет. А по недельке просто пустота, его даже вообще ничего не держит. Его ничего не держит, он может оттестировать 13-ю. Ну, вот его тест. 2600, 2580. Она еще потянется. Уже должен, ну, как бы остывать должен. Ну, как говорится, должен-то должен, но никому не должен. Потому что манифлоу хороший, RSI, еще закол, скорее всего, будет. Да Чуть не, я повыше. думаю, временно просядет еще. Ну, пойдет в коррекцию, но не может быть такого вечного роста, вот только наверх, Ну, у наверх. Ну, него даже S&P пока, так не растет. ну, как тебе сказать, более дальше посмотрю. Ну, я Нет, могу еще еще, посмотреть, еще, там RSI дневку недельку, там по-любому уже перегрето. Ну, еще, то есть еще кольнет. Да я вот здесь еще посмотрю. RSI на недельках уже все, уже отметка 80-81. Ну, понятно, он пока будет разворачиваться, он там еще на развороте, может, куда-то наверх сходит, но в течение 2-3 месяцев пойдет коррекция. Не, коррекция пойдет, конечно, он А, перегретый, видно. Ну вот, у него даже, смотри, у него да. даже вот по этому индикавишну, где уже Мы говорим засвет. локальный рост еще, да, возможно. Там Но еще какой-то есть. среднесрочный пойдет в коррекцию. Еще чуть-чуть есть у него. Ну, пойдет, сколько ж можно гнать? Понятно, что Ну, скорректируется. конечно. Да и хорошо, будет шанс. Розничники вряд ли на это повлияли, конечно. Это страны закупаются, это фонды закупаются, хеджируются золотом. Просто хеджируются. То есть, поэтому, кстати, хедж идет в два направления, видишь? Идет и в золото, сегодня оно немножко прям корректируется, а так в два направления двигалось. Можно даже вот сюда его сейчас кинуть, просто посмотреть. Сейчас. Вот вроде должно было быть, видишь, вот здесь, посмотри. Ну, должно же быть вот так, в разные стороны, вот как раньше было. Индекс доллара наверх, золото вниз. А сейчас получалось вот в этот период времени, вот начиная, я бы даже, наверное, сказал, с декабря 23 года, в целом, в глобальном масштабе, все двигалось в одном направлении. До июня 24 года на недельке. Потом стандартная раскорреляция, и сейчас опять, видимо, началась какая-то история. Ну, не видимо, а точно, с опасениями инвесторов. И сейчас мы пошли вот с сентября
2024 года опять в одном направлении. То есть опять такая же история. Двигаемся туда же. Ш- Что интересно, у нас индекс доллара стоит 4,5, а рынки особо не двигаются. Но в плане они не падают по-хорошему. Ну, Вот. их ими не дадут сейчас упасть. Чего же им дать упасть-то? Сейчас надо закончить эту историю. Как у нас сказал уважаемый Джером Пауэлл, когда ему задали вопрос, ничего, что вы снижаете ставку на 50%. Мы смотрели эти снижения ставки на одном из там, на первом, по-моему, стриме или на втором на канале, там они недавно только у меня начались. Мы смотрели все предшествующие снижения ставки на 50 базисных пунктов в такие периоды, разворачивали рынки. У нас произошло все наоборот. Ему задали вопрос, а ничего, что сейчас не было никаких предпосылок снижать на 50 базисных пунктов, не является ли это политическим решением? На что он сказал, нет, конечно. Конечно же нет. Федеральная резервная система абсолютно аполитичная организация. Но это не так. И, кстати, на следующей неделе, ну, я тоже под большим вопросом, не могу сейчас, не готов комментировать, но мне кажется, что все-таки будут рисованные данные по многим отчетам, которые сейчас будут выходить. Очень много отчетности идет вот прям подряд сейчас на конец месяца. Здесь и Альфабет будет отчитываться, да, вот тупо даже зайти в Google, все на росте. То есть доходность на акцию на росте, общий доход на росте. Тут, по-моему, все подряд растет. Куда ни ткни, особенно в техе, все растут. Большая часть по прогнозу. То есть у меня такое ощущение, что вся эта отчетность просто рисованная, и другую сейчас даже не примут. Вот. Может быть, да. Да, поэтому пока история будет сохраняться так, дальше пойдет, ну, по логике, по теории Доу должен пойти последний цикл, это публичного участия. У нас его еще, ну, как бы не было. Я не думаю, что вот это вот S&P это публичное участие. Это не публичное участие, это просто разгон. Ну, просто Нет, я литейный. думаю, это публичное участие. По Ну, то есть, S&P я еще думаю, это нет. последняя фаза. Ты думаешь, что мы до 7-8 пойдем? По S&P еще нет, не завершились они. Нет, сейчас на недельке остывания явно видно. Но вот признаков явных, по которым я бы сказал, что все, быки, то есть медведи одерживают верх, я не вижу. Ну, и нет А еще этих. медведя держат, наверное. Да, то есть пока быки сохраняют свою позицию. Все. То есть вот А, по ну, фондовому рынку сейчас пока все в руках быков. То есть сейчас полноценный бычий рынок, неважно, какие коррекции идут. Даже если мы его считаем не бычьим, он бычий. И продолжается, и пока признаков того, что он разворачивается, я не вижу. То есть должно быть какое-то ну, какое-то подтверждение, пока еще этого нет. То есть одна-две свечи на S&P, ну вот это не подтверждение медвежьего рынка, что там все уже должна быть. Ну, коррекция локальная. И все. не, я про публичное участие. Ну, то есть, я думаю, Публичного что по участия тоже нет, S&P... еще нету. То есть, какое публичное участие, если сейчас, в принципе, все разгоняется за счет просто рисованной истории, большей частью. Рисованные истории просто в целом удержание, то есть фиктивное удержание рынка сейчас происходит. Просто фиктивно. То есть сейчас, если раньше, ну как, ну нельзя же просто взять от балды сказать, что вот там 1 + 1 равно 8. Так не происходит. То есть всегда раньше была какая-то фундаментальная основа с точки зрения математики. Сейчас многие аналитики, я даже сейчас не вспомню их, читал вот за последний, наверное, месяц, прям подряд одно и то же пишут и на инвестинге, и на Bloomberg, и на Financial Times, там везде. Одно и то же. То есть если раньше были какие-то фундаментальные показатели по отдельно взятым активам, где они могли посмотреть там их внутреннюю составляющую, сказать, да, все классно, то есть вроде бы все понятно, то сейчас они смотрят и говорят, слушай, такое ощущение, как будто взяли просто от балды, что-то черканули, нарисовали, и нам пытаются впарить. Все одно и то же говорят. Ну, то есть сейчас нужно немножко скорректироваться, я говорю, вытряхнуть слабаков, когда они все перепугаются, что сейчас начнется медвежка, сделать закол и пойти выше. А вот Ну, потом по все, S&P, я думаю, да. еще будет, То да, есть сейчас закон. потихонечку начинают уже отдавать, впаривают. И я думаю, что это 25-й, вторая половина 25-го. Может начаться раньше, А, никто не рост знает. или на начало Разворот, падения? разворот, А, да. разворот. Мгм. Да. Ну, завершение цикл будет очередной тоже длинный. Не по S&P, а по биткоину. По S&P цикл, ну вот он. Давай поставим его, посмотрим. Сейчас я это сверну. Там с 2000 какого? Даже не 23-го, с какого-то Да вот 8-го, он, там 22-й. больше. Да вот, Ну, это вот. вот Вот локальная тебе, последнее. вот тебе локальная. Давай на недельку поставлю. Вот.
Я имею в виду, У что там него есть еще полноценного сильные, не было. Это да. все можно назвать банальными коррекциями. У него даже вот здесь корона дамп, это тоже не какая-то там сумасшедшая. У него полноценные были давно, там Там в с восьмого года, в по-моему, нет? 72 году у него были Мгм. там падения сильные. Но здесь в 20-м. Самые сильные были раньше. Ну, давай вот сейчас посмотрим. Вот последний самый. Вот начиная с 22 по С 20-го, я бы 273 дня. сказал. То есть меньше года. Потолкались чуть-чуть вниз и дальше пошли вниз. Ты про эту коррекцию. Мгм, Да, мгм. просто коррекция. У него падения были там раньше, надо, если посмотрю, где они были большие. Ну, 8-й, 98-й, нулевые. понятно, 2000-й, Мгм. понятно, там в 70-х, ну, 20-е, понятно, рецессия, вот такие длинные периоды. Сейчас далеко его мотать. Месяц надо ставить, наверное. Где у него там самый длинный был? СМС хорошо эти даты помнит. Здесь у нас сколько нулевых? Вот это 2000-х, доткомы, да? Но мне Вот кажется, здесь здесь, хорошая коррекция произошла. ну, Что в это нулевых, доткомы. что в 8-м году. Да, Это да, да. доткомы и 8-й год. Вот они две. Вот по ним Вот можно прям побрили очень ориентироваться. хорошо и там, Вот и там. 1,5 года, и здесь у нас сколько долго? Почти 3 года. Да, чуть меньше, 2,5. 1,5 и 2,5. То есть они примерно, да, примерно пополам, почти одинаково. Почти точно, да, половинка? Ну да. То есть вот, вот такая вот история сейчас может произойти. Либо такая, либо такая. Но произойдет точно. Ну, я причем думаю, что мы на год точно идем. Я думаю, год, два, три. Да, да, да. Уйдем хорошенько, но не сейчас. Ну да, да, я имею в виду, вот не прямо сейчас, я думаю, Да. полгода, год еще. Так, ну, если нет никаких вопросов, ребят, обязательно подпишитесь на канал Гевы, если вы еще не подписаны. Подпишитесь на наш канал, телеграм-канал, все есть в описании к этому видео. Пролайкайте, пожалуйста, стрим, чтобы алгоритмы YouTube его подхватили. Они и так еле-еле сейчас работают, чтобы хоть как-то наше сообщество немножко увеличивать. Давай посмотрим, нет ли больше никаких вопросов. Если нет, я с удовольствием направлюсь домой, честно говоря. Немножко подустал. Вот еще Litecoin попросили посмотреть. Litecoin. Так, земля, золото, биткоин, основные активы. Да, конечно, уже много лет об этом, кстати, не хочу сказать, что я же говорил, но просто говорю, потому что это актуально, и, ну, как бы большинство людей это понимают, ничего нового, ничего космически там какого-то не сказано. Так, сейчас чей график-то показывался, я даже не понимаю. Сейчас, подожди, мой Твой? или твой? Твой, Мой, твой. да? Давай я отключу Мгм. сейчас и Litecoin. Слушай, это управление повеситься можно, вот это вот. Все, Ну, я тебе дал. Да? Или не дал? да, да. Ну, сейчас, ну, такой немножко инсайт, да, вот, инсайт по поводу российского, в числе банковского отрасли, сейчас все не очень хорошо. Вот, сейчас, если говорить с точки зрения розничных продуктов, сейчас везде убытки, пошли за третий квартал, четвертый будет не лучше, вот. То есть уже розница очень сложно. Ну, корпы, имеется в виду корпоративные, соответственно, там компании, да, вот, они пока вроде хорошую прибыль генерируют, но это вы тоже понимаете, что это все резко может поменяться. Ну вот, но розница уже все, уже разворот пошла по прибыли, э, уже чистой прибыли нет, там все в минус идет, вот. Поэтому, ну, с нашими ставками ожидать какого-то супер дальнейшего роста, вот. Причем я думаю, что у нас в России это может даже и быстрее настигнуть из-за того, что у нас ставки растут, никак не снижаются, они только растут и растут. В теории плюс санкции, плюс вот эти вот все манипуляции, они, соответственно, и инфляцию подогревают, больше явно, чем по миру, да, вот. Ну и, соответственно, положение дела у нас все намного хуже, вот поэтому я в теории даже ожидаю, что мы раньше, наверное, к сожалению, встретим, этот кризис, нежели, например, в Америке, ну и в других остальных странах. Это такое предисловие небольшое. По поводу лайткоина. Что у нас происходит по лайткоину? Сейчас давайте я это всё уберу, а то вот.
Так, ну, здесь какие-то есть свои плюсы. То есть она, конечно, не показывает какой-то супер, хотя он даже не обновил лой 22 года. Вот очень хорошо, что мы не обновили этот лой. Если посмотреть по многим другим монетам, даже неким фундаментальным, мы обновили этот лой. Вот. Это в целом хороший признак. Есть поддержка у нас где-то, ну, чуть выше этой зоны, сказал бы, где-то 47-60. Хорошая поддержка. Ее пока не пробиваем вниз из таких плюсов, да. Вот. Я бы сказал, бы, есть вот такое сопротивление. Мы в целом, как видимо, поджимаемся. Вот. Мы все ближе и ближе поджимаемся, и уже скоро, скорее всего, какой-то выстрел произойдет. Может быть, вниз сначала, чтобы сбрить, а потом уже куда-то наверх. Но все зависит от биткоина, от биткоин-доминации, будет ли рост или не будет. Вот это все нужно нам будет отслеживать. Вот. Соответственно, лайткоин в целом хорошо держится, $70, никто не проваливается, но, честно, выглядит неплохо, даже я сказал бы хорошо. Вопрос с точки зрения роста, м, он перебивал свои прошлые эти хаи, да, вот, и в целом он сейчас торгуется выше, чем в 19-20 году. Вот, мы как бы не сильно выше накопления прошлого, но все же мы повыше были. Вот, в теории можем также чуть-чуть обновить АТХ, который был в 21 году, да, то есть может быть такое, что мы куда-то сходим. Я не думаю, что прям сильно высоко, но там $500-600 в теории может быть. 500-600. Вот я думаю, вот куда-то вот в этот вот диапазон. Ну вот, я думаю, в теории мы можем сходить, ну а там уже нужно будет смотреть на импульс, будет ли он сильный или не сильный, ну, чтобы дальше уже прогнозировать. То есть надо будет увидеть, как он будет идти вот к этой цели, с какой интенсивностью, ростом и так далее. Вот. В целом выглядит неплохо. Поджимается. Вот интересно, что дальше будет. Я бы, наверное, сначала бы вынес бы всех вниз, а потом уже наверх бы тянул. Ну вот, ну, чтобы убрать все стопы и все, и кого-то ликвидировать. Как минимум, я бы здесь ликвидировал там четвертый, пятый плечи, даже, может быть, третий. Ну вот. Чтобы был, соответственно, бензин для роста. Примерно так. Мгм. Давай я тоже эту быстро. И, наверное, будем закрываться. Сейчас все время теряю это окно по лайткоину. Я уже, кстати, он у меня весь размеченный. У него сейчас пока вниз корректируемся. В структуре дневки, так же как у битка, необходимо сохранить вот эту зону. Зона справедливой цены 63, с нижней границы 62,5 до верхней 63,80. И здесь хорошая ликвидность у него есть. 65,5 и 62 где-то примерно. Ему, соответственно, структуру надо эту удержать. Поэтому сейчас идет попытка теста справедливой цены, вернее, верхней границы ликвидности и, может быть, верхней границы справедливой цены, как вариант. И верхний пробой у него идет необходим для того, чтобы вернуться вот в этой локальной динамике к росту. Надо пересечь этот хай, вот последний, который был 19 октября. И, соответственно, это все в зоне где-то примерно 70, ну, если быть точным, 70, максимально здесь 76,20, да, 76,80, вот примерно. И дальше у него следующее сопротивление будет на отметке 84, вот здесь. Тоже идет очень хорошее сопротивление медвежьей ликвидности. Там 236 фиба там находится. Пока каких-то больших историй ему не вижу. Но в целом это старый такой альткоин. Вроде бы его хорошо, более или менее пытались удержать, да? Если посмотреть. Так я сейчас на большом таймфрейме посмотрю, что с ним вообще было. Да не так, что прямо хорошо. Да нет, как и все остальные. Сейчас сделаю по-другому. Сейчас сделаю немножко по-другому. В такой глобальной истории. Посмотрим, у него регрессия здесь построится.
Ну да. Вот в регрессивном понижающемся канале, и у него есть еще параллельно. Ну, параллельно, я думаю, и так все видят. То есть у него большой параллельный и локальный регрессивный. Регрессивный сейчас у него, да, на регрессивном он на середине канала. Вот пытается тут удержаться. В целом сказать, что хорошо выглядит, но нет, нехорошо выглядит. Пока. С точки зрения потенциала роста, ну, для такого альта, наверное, есть. А, да, потенциал роста у него есть. Когда? Вопрос хороший, риторический. Беру сейчас, это не скажет, наверное, никто, кто в здравом уме. Такие предсказания не даст. А по параллельному каналу у него ближайший потенциал. Да, сейчас могут попытаться чуть потянуть повыше. Если попытаются, то потянут в 85. Середина, ну, середина канала. И, кстати, вот просто ткнул на луч, который здесь стоял. Ну да, он в середине канала он и есть. 85, я об этом и говорю. Это вот та самая ликвидность, которая обозначена на младшем таймфрейме, на дневке. Вот, собственно, все. Пока такая себе история. Пока он смотрит вниз и чуть-чуть остывает в понижении. Пока чуть-чуть. Надо дождаться, как он закроет этот месяц. И будет понятно, будет ли у него попытка вернуться к младшей сетке ИМА, 13, 50, 50, кстати, консолидируется прямо на середине канала параллельно. И если более или менее хорошо закроется, хотя бы не вот таким дохлым доджи, то потенциально вот в зону 50 и потянут 85. Причем они одинаково даже стоят. Вот 50 и это направляющий стоит 84, 88, 84, 32. 85, можно так сказать. Это вот лайткоин. Ну, собственно, все. Ну что, Гев, спасибо, что пришел. Ребят, наверное, будем закругляться. Пролайкайте стрим. Обязательно подпишитесь на гостя. Подпишитесь на телеграм-канал на наш. Подпишитесь на YouTube канал. И еще раз всех благодарю за вечер среды, что уделили нам. Вот всем тем, кто будет смотреть потом в записи, большое спасибо. Еженедельно стараюсь сейчас приглашать гостей, проводить стримы. Стараюсь, чтобы это получалось стабильно. Заранее в Телеграме, в чате можете там писать, можно написать заранее альты, либо какую-то тему, которую хотели бы увидеть. Я сразу ее обозначу гостям, и мы можем по ней подвигаться, чтобы не просто тупо смотреть на технику. Я и так стараюсь хотя бы раз в неделю давать какой-то технический анализ на ближайшие 1-2 дня, что является наиболее вероятностным, скажем так, по мере возможности. Геф, ну тебе еще раз большое спасибо. Приходи обязательно, либо встретимся у тебя на канале. Да, хорошо, Вот, спасибо за приглашение. Вот. спасибо. Рад был оказаться у тебя на канале. Вот. Все, спасибо всем, ребят. Спасибо, спасибо всем, пока. Пока.